В утреннюю дымку над рекой Рикардо Мендонса богатый человек с тревожным видом подъезжал к берегу с пятилетней дочерью Софией, наблюдая за ее детским беспокойством. Девочка с небольшим незаметным дефектом на одной ноге держалась за своего плюшевого мишку, в то время как ее отец, нервно поправляя зеркало заднего вида, ощущал, как земная твердь уходит под ног. Его сердце било тревожно, и в голове мелькали мрачные мысли. В это время, стоя на краю дороги, лошадь по имени Траван, коричневый жеребец, почувствовала неладное. С самого момента, как она заметила приближающийся автомобиль, прилив тревоги охватил ее. Траван всегда был чувствительным к настроению окружающих и к тому, что предвещает наступающая угроза. Мгновение спустя он возразил себе: «Нет, я не могу оставить их». София, впервые увидев такую красоту реки, спросила отца, почему они приехали так рано. Рикардо бросил на нее острый взгляд и с грубостью ответил: «Сегодня особенный день». Слова отца внезапно повисли в воздухе, и София, напуганная его тонами, не решилась спросить его больше. И снова моментом тревога Травана возрастала, когда он заметил, как Рикардо стал агрессивно тыкать детьми в сторону лодки. Ментально он проклял человека, неспособного увидеть, какие тени прячутся в его сердце. Когда София выражала свои страхи о катании на лодке, ее слова были проигнорированы. Рикардо закатил глаза, и, кажется, в момент потери контроля он с отвращением ругался на Травана, который приближался слишком близко. И вот, как тень, внезапно наступила трагедия на реке. Между отчаянием и гневом Рикардо сажает Софию в лодку и, оттолкнув ее, толкает в воду, не проявляя никакого сожаления. Смущенные грибки раздавались по поверхности, и в мгновение ока София стремительно погружается в холодные объятия реки, утопая в невидимых глубинах. Траван, не раздумывая, прыгнул в воду, инстинктивно стремясь спасти ее. На берегу Рикардо, обуреваемый ужасом, беспощадно гребет к берегу, не желая оставлять свидетелей или следы своих чудовищных поступков. Он не планировал, что кто-то увидит, как он нарочно лишил жизнь своего ребенка. Сайтана перегрузила реку, и Траван боролся с течением, крепко держа Софию на своей гриве. Хуаким Силва, проходивший по берегу, стал свидетелем этого происходящего и в тот же миг бросился на помощь. Его глаза полны решимости. Не давая себе времени на раздумья, он прыгнул в воду, и вскоре Траван осторожно вынес Софию на берег, где Хуаким начал проверять ее состояние. София, дрожащая от холода, не могла понять, как она оказалась на берегу. С заплаканными глазами она шептала о страхах, что затем произнесла: «Где мой папа?». Хуаким укутал ее в одеяло, быстро и практически не раздумывая, с заботой проводил ее в свою хижину рядом с рекой, где она будет в безопасности. Пока солнце поднималось над горизонтом, окрашивая небо в теплые тона, Рикардо поспешно уехал на своем автомобиле, оставив за собой лишь пыльный след. Он ушел, но не смог покинуть свое проклятие. В хижине Хуаким стал готовить горячий чай, заботясь о состоянии Софии, которая теперь была вдали от его отца. София, сжимая одеяло, тихо сидела, а Траван охранял окно, настороженно внимая каждому звуку. Хуаким, стараясь успокоить ее, приносил ромашковый чай и рассказывал о своих переживаниях, проясняя некоторые моменты, чтобы помочь ей справиться со страхом, навалившимся на ее хрупкую душу. Хуаким стал замечать недостаток инвалидной коляски, которая была у Софии,
и тут же предложил использовать старое кресло-качалку, чтобы ее транспортировка не причиняла больше боли. Он готовит овощной суп, и хотя она не могла есть много, София с радостью сделала несколько ложек, ощущая заботу рядом. Но тишина в доме не продлилась долго. Сирены, разрывающие спокойствие, разбудили Софию, заставляя ее срепенеть от страха. Хоаким успокаивал ее, зная, что самое важное — это создать вокруг ее защитный барьер. Взгляд Травана, охраняющего ее, привел ее к мысли, что опасность все еще близко, и Хоаким осознал, что он не сможет прятать Софию вечно. На другой стороне города репортаж о пропаже Софии усиливал подозрения Хоакима, который чувствовал фальшь в словах Рикардо Мендонцы. Он зажег керосиновую лампу и погрузился в свои мысли, пытаясь объединить кусочки мозаики. Пока Хоаким находился в раздумьях, его соседка Мария пришла с корзиной, принося свежие овощи. Как только она узнала о том, что произошло, ее глаза широко раскрылись от ужаса, и, услышав ситуацию, Хоаким поделился всеми событиями утра. Мудрая и находчивая, Мария предложила свою помощь и защиту для Софии. Однако вскоре она заметила сумочку Софии. Она открыла ее, и, найдя письмо от матери, она была поражена. В письме было написано о том, что мать Софии, оставляя его, просила о безопасности дочери. Когда Мария вела Софию к намыленному душу, то умело управлялась с коляской, а забота о Софии становилась еще более ощутимой. Время шло, и в доме с бабочками София пропустила свои ранние утренние заботы. Она была одета в нарядное платье, одолженное у внучки Марии, и ей делали прическу. Траван, конь Софии, высунул голову в окно и погладил ее своим носом, и на ее лице появлялась улыбка. Но Мария сообщила о том, что в городе творится что-то подозрительное, и Рикардо предлагает награду за информацию о своей дочери. Чувство тревоги и решимости боролись внутри Хоакима, когда он уговорил Марию остаться с Софией, чтобы он мог съездить в город за припасами. «Не бойся, я вернусь», — тихо обещал он, когда София напряглась. Мария же пообещала научить девочку печь печенье, что немного успокоило юную мечтательницу. Вся эта динамика обострилась, когда Хоаким упомянул письмо, в котором говорится о наследстве, важных документах и банковском сейфе. Оставаясь в тени, Мария обняла Софию и сказала ей, что всегда будет рядом, когда кто-то придет. Когда Хоаким уехал, он чувствовал тяжесть открытия и тяжелые решения, которые предстояло принять. Город кипел последними событиями, и Рикардо, переживший потерю, удвоил награду за дочь. В это время госпожа Зефа рассказывала о том, что жена Рикардо, Хелена, исчезла несколько месяцев назад. Узнав, что Хелена оставила письмо, но его никто не видел, Хоаким почувствовал, что множество секретов прячется за этой несчастной судьбой. Время проходило, и Хоаким начал понимать, что Рикардо был непростым богачом, за которым скрывалось гораздо больше. Он направился в банк, чтобы узнать больше о документах в сейфе, а снова же, когда пришел туда, кассирша Аманда сообщила, что сейф можно открыть только в присутствии дочери. Это слово «дочь» вызвало ужасные догадки в голове Хоакима. Он начал понимать, что Хелена узнала о чем-то серьезном, и ей, возможно, угрожала опасность. Возвращаясь обратно к своей хижине, Хоаким чувствовал глубину опасности над головой.
Когда он вошел, его встретила улыбка Софии, и он увидел, как она счастливо смеется с Марией, учившей ее украшать печенье. Но потом, замечая, что София вдруг замялась, он инстинктивно почувствовал, что чадо взывает о помощи, и чувствовал эхом тени, проносящиеся по дому. Спустя какое-то время София произнесла слово «мама» и показала Хоакиму медальон с фотографией Хелены. «Моя мама умная. Она ушла, чтобы найти помощь», — ответила она, и воспоминания о том, как мать делала шаги в неизвестность, окрашивали ее слова. Хоаким и Мария понимали, что ее утраты обретали нарастающее значение. Начался план побега, чтобы отыскать и спасти Хелену. Хоаким и Траван в конечном итоге везли Софию в заброшенный амбар, который когда-то был основным местом хранения отца Хоакима. Внутри они нашли сено, инструменты и свет луны. София с надеждой спросила, жива ли ее мама, и Хоаким заверил ее, что ее мама смелая и знает, как делать правильные вещи. Теперь в безопасном укрытии София вспомнила, как мама оставила ей ключ и медальон. Полицейские проезжали мимо амбара, но не останавливались, и Хоаким успокаивал ее, обещая, что они останутся неуловимыми. Ночь прошла. С приходом утра Хоаким был полон надежд. Он наблюдал за спящей Софией и продолжал строить планы, в то время как Мария приносила кофе и новости о поисках полиции. К сожалению, Рикардо Мендонса пришел к нему, спрашивая о Траване, что вызвало у Хоакима настороженность. Внезапно, среди суеты, Мария нашла дневник Хелены под подкладкой сумки Софии. Дневник значительно изменил картину, ведь там описывалось, как Хелена узнала о мошенничестве Рикардо. Хоаким, поняв, что это невероятно важно, решил отвезти Софию в банк, чтобы найти серьезные доказательства. Варианты решения сложившейся ситуации осветили праздничные мысли Хоакима и Марии. Они воспользовались праздником урожая как отвлекающим маневром, чтобы проникнуть в банк, и в результате София, нарядаясь в красивое праздничное платье, готовилась к своей первой важной миссии. В банке Рикардо Мендонса давал интервью, охваченный своими соппуре-добедами о дочери. Тем временем Хоаким, Мария и София проникли в банк через боковую дверь, надеясь найти в сейфе необходимые ответы. Аманда, банкир, несколько раз показывала сейф, но даже там пробока шокировала их. Когда они начали прятаться от шагов Рикардо, Траван, смекалистый жеребец, создал суматоху, отвлекая внимание. В конце концов, благодаря слаженной деятельности, София с Амандой открыли сейф и обнаружили чемодан и письмо от Хелены. В письме Хелена писала, что в чемодане содержатся доказательства преступлений Рикардо и что она в безопасности, ожидая их в доме с синими бабочками. Благодаря некоторым деталям София пришла в восторг, узнав, что это дом тети Клары. София и Мария без задержек поспешили убежать, запрыгнув на Травана, пока Хоаким отвлекал внимание Рикардо. Они направлялись к дому с синими бабочками, воспроизводя в памяти истории о матери. Но пока они мчались по улицам города, избегая блуждающей полиции, Рикардо уже начал понимать, что его обман раскрывается. Приехав к дому с синими бабочками, София увидела, как Хелена, сверкающая счастьем, ожидала ее. Обе обнялись, смеясь от радости спасения. Хелена объяснила, что инсценировала свое исчезновение лишь для того, чтобы собрать доказательства, и теперь ей не страшна угроза. Находясь рядом друг с другом и, наконец, воссоединившись, Хелена будущая с непосредственностью подошла к Рикардо.
Обоих окружали улики их прошлого. Прокурор быстро объявил Рикардо арестованным за мошенничество и покушение на убийство. И в этот момент София почувствовала, что ее кошмар закончился. Настало утро, когда их семья собралась за общим завтраком. Хелена, обладая удивительной энергией, предложила Хоакиму и Марии переехать в новый дом с бабочками. В этом пространстве София радовала себя тем, что могла наконец порадоваться радостям, управляя Траваном, который теперь стал ее лучшим другом. В эти дни прошлого и счастья, пронзившие синим светом, София принимала жизнь с заботой о том, как ее семья более не ограничена предрассудками и страхами. Хелена мягко помогала Софии устраиваться в новой инвалидной коляске и, подавая ей плюшевого мишку, который напоминал ей тот, что она потеряла, заключала ее в теплые заботы. София и ее семья получали радость в доме с бабочками, училась печь вместе с Марией, и Хаким, трудясь над своим садом, готовил изумительные угощения. Она наблюдала закат за окном с умиротворенной улыбкой, украшенной синими цветами. Для нее мир вновь ожил, а с Траваном под боком все предстояло стать идеальным. Да, даже страшные события способствуют появлению удивительных людей и мест, замечала Хелена. И каждый момент помогал Софии понять, что ее настоящая крепость и сила в ее новых союзниках. Чем дальше в ее жизни двигалось время, тем яснее становился ее собственный потенциал. В ауре окружения с бабоч